Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре основание доктора Ньюбауэра Special. Знаете, уже много оснований есть у доктора Ньюбауэра, много у него разработок, наработок, постоянно выходит что-нибудь интересное. И с чем же все-таки связать появление этого конкретного основания? Какова его, можно сказать, идея? Тут я хочу сказать, Сергей, что мечта или такой вот лозунг, который висит в конструкторском бюро доктора Ньюбауэра, это создать основание, которое будет практически играть само. Вот. И одно из этих оснований, вот максимально доктор смог, я так приоткрываю тайну занавеса об этом основании, создать это. Представь, основание, которое играет само. Вот что это такое для тебя, Сергей? Да, ну это какая-то, знаете, Айзек Азимов, научная фантастика. Научная фантастика. Между прочим, это основание комбинированное. То есть, с одной стороны, одна скорость, я ее оценил, поиграв off-минус, с другой стороны, порядка all. Вот. И, соответственно, разные типы накладок можно ставить. Мы начнем с теста шипов, потому что многие считают, что это создано именно только для шипов. Но и поставим накладки Сергея, поставим гладкие накладки, тоже проверим, как оно будет звучать. Ну, мы видим традиционно, что оно довольно-таки габаритное. Да, толщина, вообще размер очень большой, такой оверсайз, наверное, максимальный размер. Вот. Ну и толщина 14 миллиметров. Несмотря на такие вот габариты, весит оно 70 грамм, то есть очень удобно, компактно. Как традиционно, потому что бальзовый слой. Да, бальзовый слой, но здесь есть еще, естественно, немножко добавлены слои с одной и с другой стороны, другие, то есть чтобы был, естественно, разный отскок. Что именно поставим и будем тестировать, это короткий шип Explosion Pro, это черный, в толщине 1,2, как раз будет игра справа, ну а слева без губки длинный шип Troublemaker, тот, который мы тестировали, делали, то есть тоже будет интересно, как будет звучать, играть этот шип, и так ли действительно надо будет ничего не делать, просто подставлять такое большое основание, и мячи будут сами возвращаться. Итак, начнем первое видео, поиграем по диагоналям и посмотрим первые ощущения. Какие у вас первые впечатления? Серия очень необычно. Во-первых, так направляешь мяч просто по восходящему, я говорю, справа. И только ли он отскакивает, задержка на мяче, вот сделали слоя, обычно пальцы сразу выстреливают, а здесь опа, задержался и ты мягенько перевел. Хочется, реально ничего не делать, да, ты стоишь, и насколько я вижу, по стелящимся мячам неприятно там летит, хотя шипы короткие, слушай, он не дает прямо таких попаданий. Получается какая-то более низкий отскок. Удар прямо, я говорил, в минус, наверное, где-то off, потому что удар очень быстро летит мяч, практически, если попадаешь, наверное, тяжело отбить. Вот. При игре с левым мы сейчас поиграли плоскую игру, конечно, вообще неприятно, да, так мало кто играет по длинным шипам, что плоско на плоско, я видел, как ты просто попал в необычное положение. Поэтому интересно, сейчас мы попробуем Сергея повращать, я его подставляю, контратакую, и посмотрим, в чем идея вообще длинных шипов. Это сделать такой укорот по топ-спину, что приходится сопернику срезать. Реально ли это или нет, сейчас это проверим. Смотрим. Сергей, я вижу, так запыхался. Вообще, как впечатление? Что справа, слева, что вообще? Что скажешь? Справа, точнее. Справа ощущается, что все-таки есть эта задержка мяча на ракетке, и за счет этого комфортно, если ты немножечко не так глубоко сделал топ-спин или более высокий мяч, то да, я сразу атакую, да. Сразу удобно его контратаковать. А слева это вообще такое ощущение, что другое основание абсолютно. Вот эти укороты топ-спинов крайне неудобно играть по плоски, если немножко добавить, там летит просто планирующий удар.
А я скажу, что удобно и справа, порой думаешь, зачем мне контратаковать? Мяч вот из-за такого контроля можешь переводить и по прямым, и ну, все под контролем. И, конечно же, если мяч удобный, завышенный, можно сразу поднажать эту скорость. А слева, ну задача какая, короткий шаг, чтобы ты потянулся, ты их срезал, и как раз потом можно контратаковать. И, ну, как бы я не скажу, что мы там много тренировались, но ты видел какие-то там мячи на средней или чуть выше средней скорости, но удается дать такой еле вылетающий или прям на столе короткий мяч и вынудить нападающего подойти к сетке и срезать. И вот сейчас ну, поначинаем по подрезке слева, справа, вот как этим основанием начинать, вот, посмотрим. Начало по подрезке является ключевым моментом для шиповика. Потому что думают, ну, топ-спин, да, срезали, ты накрутил, а вот шиповику важен угол, чтобы мяч был выше сетки. И как раз вот такая композиция этого основания, ну, во-первых, 14 мм, очень удобно контролировать угол и, соответственно, все, что выше сетки, допустим, справа, ну, легко забивать. Вот Сергей ощутил, да, то есть, допустим, я по месту начать, получить удобный мяч и сразу завершить очень удобно. Теперь тоже мнение, да, длинные шипы, подавай низ, он слабо начнет, и я буду топсить. Многие так игроки размышляют, и я вам скажу, что как раз очень хороший контроль на длинных шипах, да, конечно, нужна техника, кистью такой, и можно разбрасывать, сразу атаковать или заземлить такой топ-спинчик под сетку, получить срезку и сразу же начинать. Вот, Сергей, как вообще летит там мячи? Да, мне особенно понравилось, когда получается сделать правильно технически. Этот элемент слева получается очень неприятный, плоский, быстрый, главный мяч, который не так просто, не то чтобы контратаковать, там и речи нет, а просто принять. Сейчас мы поставим гладкие накладки на это основание, Сергей, поиграем, и он выскажет свое мнение, как вот вообще этим таким основанием вращать. Потому что некоторые игроки ставят, допустим, длинный шип и гладкую, или ставят наоборот гладкую налево. Вот, и комфортно или некомфортно, мы сейчас увидим, смотрим. Сергей, вот ты повращал справа, слева, твои впечатления от игры, как вот вообще этим основанием? Мы поставили с двух сторон гладкие, поскольку я шипами играть не умею совсем. Ну, действительно, во-первых, человек, который привык играть обычными основаниями, нужно привыкнуть к тому, что все-таки размеры другие, вы видите. И, да, 14 и лопасть больше, и толщина, и вообще в руке лежит абсолютно по-другому. Ну, это быстро проходит, я думаю, ты привыкаешь. И ну, что могу сказать?
Если вы решили ставить слева шипы, вот такие вот мы ставили травму, Длинные шипы. а направо, допустим, у вас хорошая атака, вы не хотите ее лишаться, то это основание вам позволит это сделать, вы видели топ-спин. Да, шипами укоротил, срезали, зашел и справа Да, начал. это, кстати, довольно-таки интересная такая тактика игры. То есть выводить слева людей на свою атаку справа. Ну, еще что неожиданно мы обнаружили новый какой-то неожиданный элемент, этот удар слева даже гладко. Хорошая плоская игра получается. Да, если гладкая слева, справа, допустим, короткий шип, и слева гладкая, чтобы начинать, то получается можно начать топ-спином, потом играть плоско, очень хорошо попадаешь. Но это такие экспериментальные наработки. Да, но это возможно на этом основании, то есть если у вас есть эти элементы, можете, конечно, попробовать. Сергей, хотел спросить, вот я играл, ты почувствовал вот это ощущение на этом основании, прямо чувствуешь, что мяч чуть задерживается, несмотря на такие габариты, кажется, он сейчас отпрыгнет. Вот. Да, есть такое. Причем на стороне, которая слева, это больше чувствуется, потому что более медленно, более контрольная вот эта его сторона, которая... Нельзя сказать, что она слева, может быть, но кому-то она и справа. Может быть, да. Ты знаешь, я обратил внимание тоже, я считаю, что это класс off, ну даже не off минус, это такой off, ну не off плюс, а где-то off такой очень быстро, потому что начало твоей по подрезке, ну это была молния, ты начинал, мяча не видно было. Конечно, это бальзовое основание, всегда когда берешь бальзовое основание, это тот, кто не пробовал, стоит попробовать. Это ощущение, как будто бы ты какой-то у тебя пулемет. Ну, разные есть основания. Ну что, переходим к выводам, попробуем подытожить. Доктор Нибал Special, что же это за основание? Итак, выводы. Сергей, ты знаешь, поиграл, основания относятся к классу дорогих оснований, и всегда хочется как бы докопаться до истины, почему оно дорогое, за счет чего, и найти ответ этот в игре на столе. И вы знаете, ну, здесь я соглашусь, это основание стоит своих денег, потому что то ощущение, с одной стороны, чувства, здесь как слева щит, вот я раз мог обороняться, справа такой сильный меч, когда ты там добиваешь высокие мячи, и оно позволяет реализовать это, и ну, вот эта еще задержка, необычная идея, я удивлен конструктором, может сам доктор Нибауэр смог это разработать, что такой необычный стиль. Также я отметил, что когда я играл с тобой там на счет, я подумал о том, что можно практически все подачи активно принимать. Вот ты там, если низ что-то подаешь, сразу переводить в какую-то неудобную точку и потом получать завышенный мяч, бегать и бить. Слово еще бегать хочу отметить, что действительно этим основанием можно меньше двигаться, ты со стола сразу играешь, не позволяя мячу взлететь. А можно и бегать. То, что ты показал, вот, играя гладкими, и, соответственно, если справа там мощная атака, ты шипом укоротил или там перевел, зашел и сделал этот удар. Поэтому спешл особенный, знаешь, Сергей, как-то реально как-то удалось доктору. Возвращаясь к вопросу, почему мы хотим докопаться до истины, за что мы платим, и пытаемся найти это в игре. Ну, во-первых, я думаю, что мы платим за то, что это уникальность. Сможете ли вы назвать несколько производителей, еще кроме доктора Нибауэра, которые выпускали подобные основания? Ну, бальзовые основания, безусловно, есть у многих фирм, вот, но именно такого габарита, размера. Причем я тебе скажу, что, возможно, в следующем ролике вышло новое основание доктора Нибауэра, которое гораздо больше, там, как бы, можно практически перекрыть 2,5. Это раз. Ну, об этом, наверное, мы расскажем в следующий раз. На этом все. С вами были Сергей Барановский И Максим Черепнин. До новых встреч.